И я устроила для себя 30-дневный челлендж, в ходе которого я привила 2 полезные привычки на каждый день. В этом видео вы узнаете, как правильно выстроить систему своего челленджа, какие пункты и задания правильно вести свой челлендж, исходя из ваших запросов, как довести начатое вами дело до конца и не сдаться на полпути. Что делать, если возникли непредвиденные обстоятельства, которые мешают вашему челленджу? И как найти выход из таких сложившихся ситуаций? Меня зовут Алина, я рада вас приветствовать на своем YouTube-канале. Здесь я делюсь своими советами, которые помогают мне формировать полезные привычки, рассказываю о своей личной жизни, делюсь своим опытом и даже рассказываю про свой бизнес, падения и подъемы. Поэтому я верю, что нам с вами будет очень комфортно. Обязательно посмотрите еще другие мои видео. Во второй половине ноября я решила устроить для себя челлендж. Он заключался в том, что каждый день на протяжении 30 дней я буду делать 30 и больше минут английского, то есть посвящать это время изучению английского, и также от 30 и больше минут каждый день выполнять кардио. Для изучения английского чаще всего я использовала YouTube, просто писала в поиске английский на слух. Таким образом, я выбирала понравившиеся мне диалоги, которые изначально были озвучены на английском языке, затем шел перевод. И также в течение каждого урока мы учили новые слова. Иногда я использовала ChatGPT, я просила его составлять мне различные задания для запоминания тех или иных слов. Иногда мы с чатом GPT вели диалоги, а иногда это была прям практика на слух. На самом деле это было очень интересно, увлекательно. В своем телеграм-канале я выставляла отчет каждый день, поэтому кому интересно, обязательно заглядывайте туда, смотрите мою отчетность. Помимо этого, в своем телеграм-канале я также публикую все, что является актуальным для меня. Я люблю с вами делиться своими рецептами вкусных блюд. И особенно выпечки. Также все актуальные ссылки на товары и одежду вы тоже найдете в моем телеграм-канале. Там мы с вами видимся гораздо чаще, поэтому там я буду вас рада видеть. Что касательно кардио, у меня дома есть тренажер, я на нем часто занимаюсь. И также я люблю гулять. Если когда-то я не успеваю позаниматься на тренажере, я просто иду и достаточно много хожу. Как правило, это от 10 тысяч шагов и до 20. Все зависит по настроению и по возможностям. Как правильно выбрать цели для своего челленджа? Наверняка у каждого из вас есть какие-то желания. Например, вы хотите потянуть свою фигуру. Либо вы, так как и я, хотите изучить английский язык. Изначально вы должны понимать, для чего вам это нужно. Вы должны сесть и подумать, какие ежедневные дела вы можете делать для того, чтобы с каждым днем продвигаться все больше и больше на каждый шажочек к своей цели. Кстати, после этого 30-дневного челленджа я так и сохранила в себе эти привычки от 30 минут кардио и английского в день на постоянной основе. Поэтому челлендж по расписанию закончился, но на самом деле он у меня продолжается. Посидите и подумайте, какие у вас есть цели. И определитесь, что у вас интересует, какой бы цели вы хотели достичь. Например, если вы хотите научиться рисовать, вы также можете найти какие-то самостоятельные уроки и начать практиковаться. Если вы хотите по-настоящему достичь своей цели, вы должны на себя взять ответственность. Не обязательно выделять 30 минут в день. Можно начать с 5-10. Самое главное, я рекомендую не ставить высокие ожидания от себя. На самом деле, признаюсь, 30 минут в день и кардио, и английского – это слышится легко. По факту это вообще ни чуть-чуть не легко. Это должна быть четкая самодисциплина, когда в любой ситуации вы в любом сложившемся каком-то непредвиденном дне вы все равно выполняете свой челлендж. И я вам хочу сказать, что до этого приблизительно 5 дней в неделю занималась кардио. Не всегда это было 30 минут, иногда это было 20 минут, иногда это было около часа. Заниматься каждый день – это совершенно другое. Точно так же и с английским. Это я делала только тогда, когда я захотела. Суть челленджа отличается в том, что вы делаете при любых обстоятельствах. Поэтому, например, у вас есть мечта стать поваром, либо начать печь десерты, на заказ. Вот здесь вот у вас мечта пока что остается, но вы можете прямо сейчас взять и начать прокладывать себе дорожку своими стараниями. Вы можете также найти какую-то информацию в интернете бесплатную. Вы можете выделять каждый день
для этого несколько минут. Хотя бы просто, чтобы окунуться в эту атмосферу. Атмосферу тех людей, которые уже занимаются этим. Но также очень важно, чтобы вы не только смотрели, но уже и пробовали сами что-то делать. Чем легче вы для себя челлендж ставите, особенно касательно времени, тем больше вероятности, что вы его выполните до конца. И еще раз повторюсь, если вы никогда такое не практиковали и, в принципе, вы хотите что-то новое для себя начать, я рекомендую выделять для этого 5-10 минут в день максимум. Если вы для этого раньше не выделяли нисколько времени, поверьте, 5-10 минут это тоже требует ваших стараний. Вы должны себе пообещать, что обязательно вы делаете и доводите все до конца. Например, вы находитесь уже на том этапе, что вы сформировали перед собой цель. Вы четко прописали, что вы будете делать. Для того, чтобы усилить свою ответственность, вы можете об этом заявить в своих соцсетях. Как, например, сделала я. В своем телеграм-канале я сразу об этом сообщила, и на своей инстаграм-странице я тоже об этом указала, что я обещаю каждый день выставлять отчеты. Эти сторис, эти сообщения уже посмотрели большое количество людей. И я понимаю, что если я уже пообещала не только себе, но я пообещала моей аудитории, это увеличивает мою ответственность, соответственно, и процент того, что я действительно буду это соблюдать. А теперь давайте поговорим о непредвиденных обстоятельствах, которые могут случиться в период этого челленджа. Например, у вас состоится какое-то путешествие, либо, допустим, вы накануне вечером хорошо погуляете с друзьями, и следующим утром у вас будет такое ленивое утро, вы решите: ладно, это дело не так важно, я сделаю его лучше завтра. Нет, так не пойдет. Расскажу вам свою ситуацию, которая произошла у меня. Дело в том, что мой молодой человек в период моего челленджа попадает в аварию. Я с ним еду в больницу и в срочном порядке ему выполняют операцию. Обстоятельства супер непредвиденные. Первый день, как все это случилось, я спала 3 часа. В целом эта ситуация длилась неделю, и за эту неделю я просто переехала жить к нему в палату в больницу. Домой я могла появиться 1 раз в день для того, чтобы покормить наших котов, взять какие-то необходимые вещи и вернуться обратно. Как же я справилась, учитывая эти обстоятельства? Еще первые дни я могла несколько часов ночевать дома. Я просыпалась раньше, чем я всегда просыпаюсь. Я вставала, как правило, в 5:50, в 6 часов для того, чтобы успеть сделать кардио на тренажере и для того, чтобы успеть сделать английский. И в то время я очень сильно не высыпалась. И вы знаете, в такие моменты происходит очень сильная переоценка ценностей. Сейчас я могу сказать, что до этого, в принципе, в жизни я никогда не уставала. Не было таких моментов, когда бы я настолько сильно не высыпалась. Но тем не менее, я не высыпаюсь, а челлендж делать продолжаю. Когда я переехала уже в больницу, по возможности я старалась ходить пешком. То есть я выходила на улицу и просто делала шаги, тем самым выполняя свой челлендж по кардио. Больница от нашего дома расположена в 30 минутах ходьбы. Чаще всего я не брала такси, а именно шла пешком. Думала еще с утра, как сделать так, чтобы до вечера я успела сделать свой челлендж. Что касательно английского, когда я поселилась уже в палате, английский мы просто уже смотрели и делали с ним вместе. Этим своим примером я хочу вас замотивировать доводить каждое дело до конца. Кстати, один инсайт, который я, в принципе, из этого вынесла, в такой непростой сложившейся жизненной ситуации соблюдение своей привычной рутины положительно влияет на ваше ментальное состояние. Я была очень уставшая, не выспавшаяся. Плюс ко всему, я очень сильно переживала за своего любимого человека. И вот то, что мне давало надежную опору под ногами, так скажем, это мои ежедневные привычки. А теперь перейдем к моим целям. Для чего я устроила этот челлендж для себя и почему я выбрала конкретно такие задания. Дело в том, что когда мы летаем за границу в путешествие, все заказы в ресторанах, кафе, либо какую-нибудь коммуникацию с другими людьми делает мой молодой человек. А я просто молчу. Мне абсолютно так некомфортно, мне это не нравится. Я хочу так же, как и он, на достойном уровне и свободно общаться на английском языке. Поэтому моя цель — выучить английский язык для того, чтобы, летая за границу, я могла сама спокойно ориентироваться. Просто выйти в магазин, купить
продукты, заказать себе самостоятельно блюдо, уточнить какие-то детали у сотрудников отеля на ресепшене и так далее. Ну а теперь, конечно же, кардио. Я думаю, это очевидно. Все знают, что кардио помогает сгонять лишний вес. Я стараюсь следить за своим питанием, но не всегда это удается сделать именно так, как я бы того хотела. Поэтому свою фигуру я всегда хочу держать в хорошем состоянии. И вот сейчас я начинаю именно с кардио. И в завершении этого видео я хочу порекомендовать вам книгу, которая поможет вам сформировать привычки. Книга называется «Атомные привычки». Я ее перечитывала 2 раза. Вот как раз в этой книге говорится о том, что не нужно ставить для себя какие-то слишком завышенные ожидания. Еще раз повторюсь, 30 минут – это действительно очень и очень много. Каждый день, если только подумать, каждый день, вне зависимости от обстоятельств, независимо, где вы находитесь, вы должны это сделать. Вот в этой книге рекомендуют ставить привычки от 2 минут. Поверьте, другие привычки я также пробовала ввести в свою жизнь, опираясь на эту методику 2 минут. И поверьте, даже 2 минуты каждый день. Это получается достаточно много. Друзья, я вас всех крепко обнимаю, благодарю каждого за просмотр этого видео. Пишите свое мнение в комментариях. Поделитесь, возможно, своим опытом. Как вы смогли сформировать ту или иную привычку? Что вам в этом помогло? Увидимся с вами совсем скоро в следующем видео.